Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. Меня зовут Валентина. В сегодняшнем видео мы будем вязать вот такую вот тунику крючком, ажурным узором. Если вы вяжете короче, то у вас будет джемпер. Свяжете подлиннее, будет полноценное платье. Рукава можно делать такой длины, какой вам нравится. Вязать можно из абсолютно любой пряжи. Даже можно связать более теплый вариант, если, например, вам нужен теплый вариант. Моя туника связана из полухлопка. И благодаря длине изделия тунику можно надевать на пляж поверх купальника. И получится полноценный пляжный вариант. Сидит она свободно, как и планировалось. Но вы видели на фотографиях. Размер на свободу 44-46. Даже еще и на больший размер можно, мне кажется, надеть. Параметры в сантиметрах в конце видео. Здесь у нас все вяжется отдельными деталями. По бокам швы. Но здесь у нас рисунок совпадает по бокам. Рукавчики тоже вяжутся отдельно, пришиваются. И здесь также шов. То есть вязание не круговое здесь. Прежде чем приступить к вязанию, посмотрите весь мастер-класс до конца во избежание каких-либо недоразумений. И посмотрев сначала весь мастер-класс, вы уже будете понимать ход работы и для себя определить и длину, и ширину изделия. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. А также присоединяйтесь к открытому телеграм-чату. Туда можно отправлять фото ваших готовых работ, задавать вопросы, либо просто пообщаться. Все ссылочки под видео. Буду вязать вот из такой пряжи Gazal Baby Cotton. В этом мотке 50 грамм и 165 метров. 60% катона и 40% акрила здесь. У меня цвет нежно-голубой 34-29. Буду вязать крючком номер 3. И на крючок номер 4, на размер больше, буду набирать петельки. Петельки набираем обычным способом, обычными воздушными петельками на крючок большего размера, чтобы у нас край не был стянут. Будем вязать по такой схеме. У меня очень давно эта распечатанная схема лежала. Раппорт нашего узора составляет 18 петель. Я, как всегда, решила вязать без расчетов. Вы можете сделать расчеты заранее, связав образец просто столбиками с накидом можно связать. Я решила сделать без расчета. И я просто набрала цепочку из воздушных петель, приложила к себе. Модель достаточно свободная, поэтому я набрала прям, чтобы свободно было. И затем уже посчитала количество петель, сколько у меня. И сколько в это количество петель вмещается раппортов узора. Вот в одном раппорте 18 петель. Получается, в моем размере будет 90 петель. Это 5 полных раппортов узора. И мы набираем такое количество петель. Набрали необходимое количество петель, сделали еще одну петелечку, это петля подъема. Теперь меняем крючок на наш рабочий, на троечку, и начинаем провязывать первый ряд столбиками без накида. Здесь в схеме этого нет, здесь сразу идет узор, но я решила первый установочный ряд провязать столбиками без накида. Провязываем вот в эти перемычки по изнаночной стороне. Вот они. Петлю подъема сделали и сразу же вот в первую перемычку начинаем провязывать. Провязываем весь ряд столбиками без накида в каждую вот эту вот перемычку. Вот цепочка из воздушных петель, до конца провязываем. Вот я провязала весь ряд столбиками без накида, и дальше мы уже будем вязать узор. Я провязываю 2 воздушные петельки подъема, поворачиваю вязание. И у нас здесь по раппорту, вот они, петельки подъема. Я провязываю 2, так как это высота моего столбика. В схеме у нас указаны столбики с 2 накидами, но я буду вязать столбики с 1 накидом, так как будут слишком большие дырочки, если мы будем вязать этой пряжей с 2 накидами. Поэтому я решила связать пониже. И вот мы сейчас сделали петельки подъема. Я делаю 2, мне достаточно 2. Если бы мы вязали с 2 накидами, то здесь бы 3 или 4 было, смотря какая у вас плотность. Поэтому здесь указаны 4 на столбик с 2 накидами. Так как мы вяжем
столбик с одним накидом, мне 2 достаточно в высоту. 2 сделала, и дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязываем столбиков с накидом. Вот это петли подъема, это также столбик, он у нас 8. Получается, что 1 у нас есть, и он у нас вывязан вот отсюда, самой первой петельки. Сюда мы не провязываем, иначе у вас будет плюс 1 петля. Можно сказать, что вот петли подъема это вот отсюда. Заходим вот сюда и начинаем провязывать. Провязала 8. Дальше у нас идут внизу 2 пропуска, и здесь идут 2 воздушные петельки и снова столбик с накидом. Провязываю 2 воздушные петельки, внизу пропускаю 2 петельки и вот сюда провязываю столбик с накидом. Дальше у нас снова идут 2 воздушные петельки, пропускаются внизу 2. И затем у нас провязывается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбиков с накидом в каждую петлю. 1, 2, 2 пропускаем, 13 столбиков с накидом провязываем. Провязали 13. И затем снова у нас повторяется 2 воздушные, 2 пропускаем, столбик с накидом, 2 воздушные, 2 пропускаем. И у нас же продолжается длина, поэтому снова будет 13, да? Здесь у нас конец, это будет у нас в конце ряда. Поэтому у нас будет снова 13. Снова повторяется отсюда, и вот эту часть мы провязываем до конца ряда. Получается, я сейчас провязываю 2 воздушные, внизу 2 пропускаю, 1 столбик с накидом, 2 воздушные, 2 внизу пропускаю и снова провязываю 13 столбиков с накидом. То же самое, что я сейчас сделала. И мы так повторяем раппорт нашего узора до конца ряда. Думаю, все умеют по схемам вязать. Мы подходим к концу ряда и провязываем вот эту часть в конце ряда. Также я провязываю 2 воздушных, пропускаю 2, 1 столбик с накидом провязываю, 2 воздушных, 2 пропускаю, и у нас в конце ряда идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков с накидом, точно так же, как и в начале у нас было с петелькой подъема. Провязываю, и я здесь вижу, что у меня получается всего лишь 5, а должно быть 8. Что-то я не досчитала. Получается, надо было 93 петли набрать, а у меня здесь 90. Такие случаи иногда случаются, и я в таких случаях не распускаю заново вот эти вот, у нас получается 3 ряда наборные, столбики без накида и вот этот первый ряд узора. Мне нужно добавить 3 петельки. Что я делаю? Чтобы у меня вот не здесь было и сюда и не поместится, распускаю до вот этого вот момента, где у меня вот здесь вот пропущены 2 петельки. Я смотрю, куда я могу добавить 2 петли. В столбике с накидом я их добавить не могу. Я могу их добрать за счет того, что я здесь буду пропускать не 2 петельки, как положено, а 1. Пропускаю 1. Пропускаю еще 1. Не 2, а 1. Дальше вяжу 13, как положено. Получается, сейчас я 2 петельки, да, уже компенсировала здесь. В общем полотне этого даже незаметно, видите? Можно, конечно, все распустить, это по желанию. Хотите, распускайте. Я в такие моменты, когда 2, там, максимум 3 петельки не хватает, я не распускаю. И как-то подстраиваю узор уже в такие моменты. 2 петли пропустила. Получается, что еще в следующий раз, когда я буду делать вот здесь вот пропуск, я буду пропускать здесь не 2 петельки, а 1. И компенсирую эти 3 петли. И у меня в конце ряда получится 8, как положено по схеме. Продолжаем провязывать. Все петельки поместились. В конце у меня 8. И дальше мы переходим ко второму ряду. Делаем петельки подъема и вяжем дальше в обратном направлении. Еще один ряд я вместе с вами провяжу. И дальше уже самостоятельно по схеме будете вязать. Можно распечатать себе схему, она расположена в начале мастер-класса. Либо распечатайте, либо как удобно вяжите с экрана телефона, если быстро узор запоминаете. В принципе, он не сложный, он быстро запоминается.
Поэтому сначала, ну, первый раппорт, может быть, вы будете подглядывать, а дальше уже все само собой идет. Делаем петельки подъема. У меня 2, да, по высоте моего столбика. Я разворачиваюсь. И получается мы провязываем на 2 петли меньше в этом ряду. Вот. 1, 2, 3, 4, 5 нам нужно провязать. Вместе с петлями подъема будет 6. Сюда не провязываем. Отсюда выходят петли подъема. Этот столбик я считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязала 6, на 2 меньше. По схеме 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 воздушные делаю. И вот сюда, вот в этот столбик, вот, который у нас находится между отверстиями, я провязываю 5 столбиков с накидом. 2 воздушные петельки. И вот сюда вот 5. 1, 2, 3, 4, 5. Провязала 5. Дальше у нас идут 2 воздушные. И вот здесь вот с двух сторон на 2 меньше. У нас было 13. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мы провязываем. 2 воздушные. 2 пропускаем. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. Провязала 9, вот как раз 2 петельки у нас остается. Вот. Делаю 2 воздушные петли и вот из этой снова вывязываю 5. То есть мы теперь все повторяем. Делаю 2 воздушные петельки, из этой вывязываю 5 столбиков. Затем вот у нее, затем снова 2 и 9 петель. Смотрите схему. И так вот мы провязываем по схеме. То, что мы выровняли вот эти вот петельки, добавив 3 в первом ряду, мы выравнивали. Это мы делаем только в первом ряду. Видите, в общей ширине это роли никакой не играет, но зато нам не нужно распускать. И мы уже здесь выровняли петельки, дальше мы уже идем по схеме. Полностью теперь просто ориентируемся на схему. Никаких убавлений, прибавлений у нас здесь не будет. Провязываем ровно в высоту, ориентируясь где-то вот мы заканчиваем, где-то в районе груди. Примеряете к себе. Вот последний ряд у вас в районе груди и вниз у вас сколько пошло. Если вас устраивает такая длина, то все, останавливаемся. Если не устраивает, значит еще вверх провязываем. Я провязала высоту своего изделия до груди. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов узора в высоту. И теперь мы уже будем вязать по отдельности 2 вот эти вот детали. Я отсчитала ровно середину. У меня в ширину 5 раппортов, и поэтому в центре, вот здесь вот у меня как раз центр. Не забудьте посчитать петельки, чтобы у вас здесь все было одинаково. Я поставила маркеры. Примерно вот эта серединка должна равняться 1,5-2 сантиметра. Вот, я вот так вот поставила маркеры. И провязала еще один ряд по схеме, где у нас вот здесь вот 5 петелек, да, вывязывается из одной. Вот он у нас, это второй ряд уже получается раппорта. Вот, сейчас у нас после 9 петель по схеме идут 2 воздушные, вот эти 2 пропускаем, и затем у нас 5 идет отсюда. Но сюда мы уже вязать не будем, мы провяжем вот сюда, пропускаем 2 воздушные и провяжем вот сюда, где у нас стоит маркер, прям в эту петельку, столбик с накидом. Этот столбик у нас теперь будет кромочный, мы будем до него провязывать. Делаю 2 воздушные петельки подъема, поворачиваю вязание, и теперь мы будем подстраивать вот этот вот наш узор здесь вот в конце ряда, да, этого
И в начале, когда развернемся, будем подстраивать узор под окончание. У нас, по идее, здесь был вот такой вот пучок. Значит, в этом ряду у нас на краю этого пучка, примерно вот здесь же, где у нас кромочная, да, у нас должен быть вот этот вот полностью пучок из 5. Но так как у нас это кромочная, полный мы не будем провязывать. Я провяжу 3, половинку его. Вот он. Провяжу 3. Получается, у нас их здесь 5. Ориентируйтесь, что опускается вот сюда, да? Я провязала 3, затем делаю 2 воздушные петельки. Здесь 2 пропускаю. И дальше уже иду по схеме. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем до конца ряда по схеме и затем от начала ряда еще раз по схеме вот до маркера. Провязала и пришла опять к концу ряда. Один столбик мы провязали, да, по схеме. Теперь у нас 2 пропуска. Теперь у нас 2 воздушные и пучок. Провязываю 2 воздушные и пучок у меня вывязывается из вот этой вот крайней петельки. Так как это у нас половинка, вот это, да, в прошлом ряду вот она половинка, мы целый сейчас вывязываем из края этой половинки. Вывязали. И получается, что у нас дальше вот здесь где-то в центре, да, у нас идет вот этот вот центральный пучок. Но мы его, конечно, не можем вывязывать. Здесь я просто вот в эту третью, то есть петли подъема здесь у нас были. Так, верхнюю петельку. Вот сюда вот провязываю просто кромочный столбик. Смотрите, чтобы вот здесь у вас количество петель не увеличивалось. Нам здесь нужен ровный край. Что здесь, что здесь. То есть в центре у нас ровная полосочка. Вот, я провязала. И дальше я опять двигаюсь по схеме. Даже здесь можно посмотреть. Это у нас сейчас 3-й ряд. Дальше у нас идет уже на уменьшение. Получается, что здесь нам нужно провязать снова вот такой вот из 3 петелек, да, в центр. Сделали петли подъема и провязываю 2 петли в центр. То есть мы вернули вот этот вот пучок и вот он. Мы сначала провязали вот это, теперь провязали вот это в прошлом ряду, теперь мы провязываем вот это, то есть половинку. И вот этот ряд, да, половинку провязываем, 2 воздушные петельки, смотрим на схему, пропускаем полностью и здесь уже провязываем 5, да, вот. Здесь уже у нас идут петельки, вот эти столбики с накидом на увеличение, а пучки из столбиков на уменьшение. Ромбики формируются. Вот. Получается, что я провязываю даже не пол узора, так как я не здесь остановилась, а я остановилась здесь, вот в этой части. И я провязываю до этого момента. Теперь мы провязываем вверх. В этой части у нас все идет по схеме, у нас меняется только вот конец и начало ряда. И мы теперь вяжем вверх, подстраивая вот здесь вот узор. Сейчас вы его провяжете, и дальше, когда будете еще один раппорт вязать, уже будет легче. Смотрите прям сюда, и здесь точно так же провязывайте, как здесь было провязано. И теперь мы вот эту часть, вот у нас здесь уровень груди, да, вот эту часть мы теперь провязываем до ключицы в высоту. Если вам сложно подстраивать вот здесь вот узор, вот этот ромбик частями, то тогда вы можете здесь просто вязать столбики с накидом, например.
Вот, дошли, здесь уже провязываем до конца столбики, дальше просто столбики. Эту часть, конечно, мы идем по схеме, но вот здесь вот в конце вот этого ромба, то, что идет к маркеру, да, вот эту часть мы просто провязываем столбиками с накидом, чтобы не было трудно. Все, сейчас до уровня ключицы я провязываю. Я вот связала такое расстояние. У меня здесь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов связано. Пока до стирки, до отпаривания. Это вот 12 сантиметров в высоту. Это у меня разрез по центру получается. И я вот 10 рядов вот здесь. И следующий ряд у меня начинается от руки и идет в центр. Я, получается, связала вот этот последний пучок из столбиков. И мне нужно теперь по схеме сделать 2 воздушные петельки и вот сюда вот присоединиться и дальше вязать. Но теперь я уже этого делать не буду. Теперь я формирую здесь уже вырез горловины. Я сделала 1 воздушную петельку и вот сюда вот просто в первую петлю я сейчас провяжу столбик с накидом. Получается, я сделала не 2, а 1 петельку, тем самым 1 убавив. Немножечко здесь будет скругление. Теперь я делаю петельки подъема, поворачиваю вязание. И после этого, до того, как мы вот здесь вот по центру столбик с накидом свяжем, да, у нас должны быть воздушные петельки. Но опять же, я их делать не буду. Чтобы здесь у нас не тянуло, я свяжу не 2, а 3 воздушные петельки и сразу провяжу вот этот вот столбик центральный. И дальше уже буду вязать по схеме. Получается, я сделала закругление горловины 2 вот этими рядами, прошлым и этим. Я убавила 1 петельку в прошлом ряду и убавила в этом ряду. И вот сейчас, когда я буду вязать в обратном направлении, сейчас уже у меня идет все по схеме, затем я пройду в обратном направлении и свяжу только до вот этого центрального столбика. Вот эти петельки у меня вот так вот останутся. Вот, если положить, видно, здесь мы не довязываем, формируем вырез горловины. Это у нас одна сторона. Вторая сторона у нас, когда будет провязана, также мы точно так же здесь оставим и будем вот такое закругление делать. Вот будет наш вырез горловины. Вот закругление. И дальше мы вяжем вверх необходимую высоту. Вот сейчас у нас здесь примерно район ключицы. И мы вяжем вверх. Я планирую провязать еще 1 раппорт полностью вот так. И все, и закончить на этом плечико. Здесь сейчас мы просто, я довязываю до вот этого момента, где у меня стоит крючок сейчас, центральная вот эта вот петелька. Узор мы вяжем до этого момента, и дальше я продолжаю высоту, вот получается еще 1 ромбик я провяжу, и все, просто прекращаю вязать. Вот я довязала одну сторону, получается, что здесь, когда я 2 раза убавила, у меня снова получился центр вот этого ромбика, точно так же, как и вот здесь вот я подстраивала узор, и точно так же у меня и здесь получилось прям. Здесь у меня центр прям ромбика, на 1 пучок больше у меня здесь, чем вот здесь вот. Но все равно я здесь точно так же подстраивала, край у меня был такой же, из 3. Вот. Вы также, если вам здесь, например, также трудно, и здесь вы, если провязывали просто столбиками с накидом, то здесь можно также столбиками с накидом провязать. Конечно, если вы по краю провяжете столбики с накидом, то здесь узор у вас уже повторяться не будет. Лучше, конечно, чтобы здесь был узор, подстроить, в принципе, вообще несложно. Вы просто смотрите на схему, смотрите на узор свой уже на связанном полотне и просто вяжете до того момента, где у вас вот заканчиваются петельки. И самым последним рядом я еще провязала просто ряд столбиками без накида, точно так же, как в начале вязания, просто чтобы потом плечо соединить не за вот эти вот, где отверстия, а чтобы у нас тут просто был шов ровненький. Вот. И приступила к вязанию
вот этой второй части. Начала вязать отсюда, прям вот из петельки, где у меня стоит маркер. И здесь я уже даже не думала, я просто смотрела, вот какой ряд у меня с этой стороны идет, какой узор, какие петельки провязывать. И здесь я просто точно так же провязывала. Всегда вот в этих сторонах есть нюанс. Когда вот я здесь провязала 10 ряд в эту сторону, 11 у меня пошел сюда, и я здесь просто не довязала петельки. В другой стороне получается, что также 10 ряд идет в ту сторону, вот он у нас шел в эту сторону, и он в эту же сторону идет, потому что мы вот этот ряд начали отсюда же провязывать. И получается, что у меня 11 ряд идет оттуда, и здесь 11 ряд идет отсюда, а мне нужно, чтобы у меня вот эта часть, например, была не провязанная, и только потом у меня уже был полноценный высокий ряд. Что мы делаем в этом случае, когда у нас так получается? Так, петелька спустилась, сейчас довяжу столбик. Вот. Смотрим, где у нас последняя петля, да? Вот здесь, где ромбик, на втором. Вот он. Вот здесь должен быть в начале, прям вот здесь. И до вот этого вот момента я сейчас просто перейду соединительными петельками. Ввожу крючок, забираю ниточку и вытаскиваю. Соединительные петельки здесь не затягивайте, чтобы вот эта часть не стянулась и чтобы она у нас имела возможность растягиваться. Потом, когда мы будем обвязывать это все, этого даже видно у нас не будет. Но нам нужно сейчас перейти туда, откуда мы начнем дальше вывязывать полотно. За счет вот этих вот соединительных столбиков у нас не поднимется ряд. Но мы перейдем туда, откуда нам нужно вязать. Вот. Все, мы перешли. Здесь такой же низенький ряд, как и здесь. Все то же самое, и теперь уже мы начинаем провязывать то, что у нас было вот здесь. Здесь у нас был столбик, но так как у нас тут начало ряда, я провязываю воздушные петельки. Провяжу 3. Так, здесь, как я помню, у меня после пучка была одна воздушная петелька и потом столбик. Я сделала 3 воздушные, так как у нас тут наклон, чтобы не стянуло. И сделаю еще одну воздушную, которая вот у нас между пучком и столбиком. И провязываю уже вот этот вот полностью пучок из столбиков, по узору иду. Все, мы начали 11 ряд, вот он у нас. 11 это я отсюда говорю. От маркеров, вот он у нас, здесь уже полноценный ряд идет, да, мы вот так вот перешли, здесь высота одинаковая. Всегда, когда у вас вот эти части провязываются, если нужно здесь вот перейти, просто соединительными столбиками переходим и все. И вообще места, где, допустим, нужно какой-то отрезок перейти, для того, чтобы перейти на высокие столбики, например, на высокий ряд, тогда также соединительными столбиками мы можем это сделать. Все, и теперь дальше здесь я продолжаю вывязывать точно такую же часть. Смотрю, сейчас я сделала вот это. В следующем ряду я, получается, пропущу в конце ряда, сделаю еще один пропуск. Прям смотрите, как вы провязали здесь. Прям над вот этим вот средним пучком у нас идет столбик с накидом, то есть в следующем ряду мы его вот здесь провяжем, и основание у нас последней петельки будет вот сюда. И вот сюда вот провяжем столбик с накида кромочный, и дальше мы уже будем просто ровно провязывать. Вот здесь он у нас будет, и просто ровно провязывать. Точно так же здесь, когда буду высоту провязывать, смотрю, как я провязала здесь, и точно такие же петельки, прям все как здесь идет, повторяю здесь, все симметрично у нас должно быть. И в конце также провяжу ряд столбиком без накида. Оставляем небольшой хвостик, чтобы спрятать нам его потом было удобно. И все, и перед наш будет закончен.
У нас потом будет планка, и хорошо, что у нас здесь повторяется узор. Рисунок не сбивается, не просто столбики с накидом, так как это у нас грудь, это центр, самое видное место, поэтому узор должен повторяться. И здесь то же самое, что мы вывязываем узор, и он у нас, где бы ни заканчивался, он у нас все равно повторяется. Все, и вот сейчас довяжу вот эту часть, и вот здесь вот у нас получается такое небольшое закругление, да, вот отсюда, вот с этого момента, такое небольшое закругление. Когда вот эту часть я вязала, высоту, я, получается, здесь провязала вот эти два ряда, 11 и 12 у меня было закругление, да, и потом ровно я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов и ряд столбиками без накида. Вот здесь точно так же провязываем. А еще, когда вы вот эту часть провязываете, примеряйте, прям к себе прикладывайте и смотрите, вот это вот глубина выреза получается. Потом она, конечно, обвяжется, но немного. И примеряйте, смотрите, достаточно или вам, может быть, вот здесь вы взяли мало ширины, или вот эта высота маловато, либо большевато. Оценивайте все при примерке. Все, мы свяжем вот эту часть и будем приступать к спинке. Вот я полностью закончила вязать перед. Получается, центр вот этого ромбика я здесь не провязывала, только края. У вас может быть на любом месте, поэтому смотрите, как идет у вас узор, и подстраивайте его сюда. Здесь вторую сторону я связала точно так же, как и первую. У меня здесь небольшое закругление с двух сторон, и точно так же просто прямо вверх. Вторую сторону удобнее вязать, потому что смотришь на первую и провязываешь все точно так же. У меня здесь получилось практически точно так же, как и в середине, за исключением вот одной петельки. После того, как мы связали перед, приступаем к вязанию спинки. Спинку вяжем после переда, так как нам нужно ориентироваться вообще, какое количество петель у нас здесь будет по плечам, и ориентироваться по переду длина полностью вот этого вот полотна, так как все манипуляции у нас спереди, и чтобы уже не подстраивать по готовой спинке, мы сначала вяжем перед, и потом спинку уже просто провязываем, потому что там гораздо проще все. Спинку будем вывязывать точно таким же образом. Также набираем петельки. Здесь мы подстраивали, да, у нас не хватало 3 петли. На спинке мы уже набираем петли с этим учетом, да, набираем 93. Ну вот в моем случае, да, я набирала здесь 90 и 3 петли добирала за счет пропусков, как вы помните. И вот на спинке мы уже с этим учетом петельки набираем, провязываем ряд столбиков без накида, и затем уже начинаем вывязывать узор. В случае спинки мы просто вяжем все ровно, 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 ровно. Там, конечно, вот это мы все не вывязываем. Спинка у нас, ну, как всегда, у нас здесь небольшое углубление для спинки. Это может быть там буквально 1, 2, 3, там 4 рядочка, 4-5 рядочков. Смотрите, насколько вы хотите глубокий вырез по горловине. То есть мы всю спинку ровно провязываем. И вот эти отдельные два плечика точно с таким же закруглением вывязываем, так же, как мы вывязывали здесь. Только будет не такое глубокое, более мелкий вырез будет. Так вот, я связала спинку уже точно так же, как и перед, практически до конца. Примерила вместе с передом. Так, сейчас я возьму перед и покажу, как это выглядит. Вот здесь я полностью довязала. Получается, что спинку, как я и говорила, мы вяжем просто ровно. И в зависимости от того, какой вы хотите глубины вырез по спинке, вы прекращаете вязать полностью все полотно и вяжете только плечико. Вот. Здесь у меня такое же количество петель, и точно так же, как и здесь, получается, я подстраивала, потому что у нас количество петель одинаковое здесь. И здесь провязывала точно так же. Сейчас у меня здесь плечико довязанное, и я не обрезала ниточку. Я продела просто в петельку клубок, чтобы ниточку закрепить, чтобы уже не распускалась, для того, чтобы
сразу вот эти плечики сшить. Можно, в принципе, оставить вот такую нить и сшить иглой. Но я буду сшивать крючком сразу же. Можно, в принципе, подлиннее ниточку оставить, чтобы крючком сшить. Но я уже, чтобы наверняка, сразу это сделаю. И затем только приступлю к вязанию второго плеча. Вкладываю лицевой стороной друг к другу. Так, где у меня ниточка? Спинки, вот. По спинке я также провязала ряд столбиками без накида в конце, чтобы у нас отверстий на самом плечевом шве не было. И вот прикладываю, у меня внизу спинка получается, и я с самой первой петельки так вот вхожу в первую и здесь в первую, и вот так вот ниточку забираю, делаю воздушную петельку подъема для удобства. И можно столбиками без накида вот это все сшивать. Ну, я просто соединительными столбиками это сделала. Буду подобие стеночки петли заходить, что здесь, что здесь. Втаскиваю и провязываю. Как всегда, когда мы идем соединительными столбиками, никогда не затягиваем это вязание, потому что оно само по себе очень стягивает. Тем более у нас здесь плечо, нам не нужно, чтобы оно было стянутым. Поэтому идем посвободнее. Не расхлябано, но посвободнее. Сшиваем так полностью плечико. И затем уже перейдем к вязанию второго плеча. Второе плечо мы вяжем симметрично, точно так же, как мы вязали первое. Смотрим на краешек и точно так же провязываем. Кстати, здесь я тоже сделала закругление, закончила вот здесь вот вязать и также пропустила 2 раза по одной петельке, как и спереди вот здесь вот на вот этом вот углублении горловины. Здесь точно так же 1 раз пропустила и 2 раз пропустила. И количество петель у меня здесь такое же, как и по переду. Сшиваем и вяжем второе плечико. И затем сшиваем также спереди. Для того, чтобы связать плечо по спинке, я отсчитала количество петель плеча по переду и поставила маркер здесь. Так как я хочу здесь небольшое закругление сделать, поэтому я беру немного больше, насколько я хочу сделать закругление, сколько раз я хочу здесь убавить. И начинаю вывязывать вот отсюда. Также и с другой стороны маркер ставлю по количеству петель плеча и беру немножечко больше петель и провязываю там до того момента, который я выбрала за пределами маркера. Когда я сделаю здесь убавление, у меня здесь будет скос и количество петель останется по маркеру. Вот это количество петель плеча. Я специально выделила его маркером, чтобы не запутаться. Можете еще один поставить там, где вы планируете, откуда вы планируете начать вязание для закругления. Можно, в принципе, и не ставить, просто сразу начать вязать. Все, плечевые швы выполнены. И самая большая часть и трудная из-за выреза горловины связанная. Теперь нам нужно связать рукава.